Я 4 года занимаюсь трейдингом. 4 года пробую, тестирую, закрываю плюсовые сделки, минусовые. Много чего было. Начинал с бинарных опционов, потом ушел с них, перешел на фондовый рынок, торговля акциями. К этому добавил крипту, спотовая торговля плюс фьючерсная с плечами. Я был на взлете, когда биткоин был 70 тысяч долларов. Я прошел коронадамп, продолжил, когда биткоин целый год падал до 16 тысяч. И я все еще здесь и горю идеей трейдинга. Я подумал, что мне есть чем поделиться, потому что ошибок за это время было мамма мия. Здорово, с вами Ненаблюдатель. Погнали! Начнем с самых первых ошибок, когда начинал еще на бинарках. И до сегодняшнего дня. Первая ошибка – это то, что я начал трейдить на бинарных опционах. Это реально было моей ошибкой. Почему? Представь, ты чистый лист. И первое, что ты видишь на графиках, это минутные свечи, время экспирации. Это время, на которое ты заходишь в сделку. Это быстро скачущая точка цены. И ты начинаешь понимать, что все так и должно быть. Ты же не знаешь, как оно должно выглядеть, как выглядит реальная биржа, стакан заявок и так дальше. Нет! А самое печальное в этом всем, что первый мой технический анализ был на минутных свечах. Это жесть. Тогда я не знал, как правильно. Учителя нету, есть только блогеры в YouTube, которые тоже сидят на минутках. Тут еще важно понять, что бинарные опционы это не биржа. Там свои правила, вечно какие-то лимиты, блокировки аккаунтов. В общем, та еще веселуха. Много и долго могу говорить про бинарки, но надо двигать дальше. Вторую ошибку, которую я делал частенько, это использовал в трейдинге весь свой депозит. Например, закинул 100 долларов, и заходил в сделку. Или наполовину депозита, в лучшем случае. Это абсолютно недопустимая штука. Риск-менеджмент, мани-менеджмент просто улетают в трубу. Так делать нельзя, ни при каких обстоятельствах. Третья ошибка. Я всегда тестировал новые стратегии сразу же на реальном счете. Да, знаю, что сейчас с криптой и с официальными биржами огромная проблема с демо-счетом, чтобы можно было тестировать какие-то там стратегии. Поверьте, это 100%. Даже демо-счет на криптобирже Binance, казалось бы, не работает корректно. Мы с ребятами уже проверяли. Штук, наверное, с 50 разных криптобирж, демки, именно демки, чтобы можно было потестить там любую стратегию на реальном графике. Нету, просто нету. Можно было бы и на бинарках, но и бинарки это совсем не то. Там нету плечей, там нету стопов, тейк-профитов, лимитных ордеров, поэтому это все отпадает. Что делать? Есть один единственный вариант, это прям на платформе TradingView. Есть так называемый paper trading. Там можно себе сделать демо-счет и попробовать какую-то стратегию. Но и тут есть косяк. Нету плечей. Только есть 1x. Четвертая большая ошибка. Было время, когда я никогда не использовал стоп-лосс. Стопы. Какие стопы? Я все знаю. Сейчас как нагну рынок, все бабки мира заработаю. Какие минуса? Вы шо? Держать сделку, пока не будет плюс. Ошибка. Благо я тогда уже знал, что такое money management, о рисках понимал и заходил на малую часть от своего депозита. И вовремя этому научился. У меня была ситуация, когда в личку писали некоторые люди с просто бешеными просадками. В минус 1000 долларов, в минус 5000 долларов позиций. Я смотрю, у них минус 200%, там минус 700%. Кто не знает, такое возможно только на кросс-марже. И все как один. Дима, что мне делать? Ты зашел в сделку с приличным кэшем, не зная основ. Не поставил стоп-лосс. Усредняешься? Да усреднялся. И это тоже нужно делать по правилам, а не усреднять бесконечно, потому что вдруг обнаружишь, что весь твой депозит в одной сделке. Что делать? Использовать стоп-лосс. Лучше потерять малую часть от сделки, чем узнать, что такое ликвидация. Пока ты изучаешь ошибки или как правильно трейдить, есть специальный робот, называется Veles Finance, который трейдит вместо тебя.
Один раз его настраиваешь и все. Наблюдаешь за сделками и прибылью, которую бот тебе зарабатывает. Я его сам использую уже больше 3 месяцев. И на сегодня Veles натрейдил мне 4 икса к моему депозиту. Более того, разработчики обновили настройки, теперь можно экспериментировать с любой стратегией, а не только подготовленными заранее пресетами. И теперь можно создавать свою стратегию, делать свою сетку ордеров. В общем, подстраивать все под себя по максимуму. А скоро Veles Finance сделает курсы по крипте, будут прям на платформе. А еще marketplace с покупкой и продажей ботов, различных стратегий. Короче, разрабы работают, и это радует. Если ты еще не в теме, то в описании найдешь видос, где я подробно рассказал регистрацию, настройку робота. Пусть эти боты работают вместо нас, пока мы занимаемся своими делами. Следующая ошибка, которую я даже сейчас, бывает, наступая на эти грабли, это неумение подстраиваться под рынок, а еще лучше быстро подстраиваться. Мега жесткая ошибка. Вот нарисовал ты уровни, трендовую, и заходишь ты по тренду на отскок. И тут ты видишь, как трендовую пробивает. Ты сидишь и ждешь, видишь минус уже по сделке, но нет, тут тренд, я его нарисовал. Ошибка. Переобуваться в трейдинге – это норма. Если ты провел технический анализ на графике, зоны, уровни и так дальше. Если ты увидишь, что идет цена вообще не по твоему теханализу, не в попад. Возьми, убери все рисунки и проведи заново. Ты должен подстраиваться под рынок, а не рынок подстраивать под себя. Это очень важно. Сохранишь себе не один депозит. Ошибка номер 6. После череды неудач, минусов, стоп-лоссов все равно заходишь в сделку. Это просто крах. Мы живые люди, у нас есть эмоции. И если идут минуса, у нас включаются эти эмоции, правильно? Если ты хоть на секунду почувствуешь, что надо отыграть свою потерю, свой минус, все. Ты уже проиграл. Даже еще не зайдя в рынок. Эмоции для рынка – это зло. Если получил пару минусовых сделок, закрой график и вернись к нему уже на следующий день. Нам нужно перезагружаться. Не будешь этого делать, просто сольешь свой депозит за один день. У меня рекорд был 10 минусовых сделок подряд. После этого я, наверное, где-то недели 2 не открывал график. И это правильно. Потом ты сядешь и почувствуешь, что ты готов. Можно работать. Очень интересная ошибка — повторять за другими. Или спрашивать, типа: Дима, а вот сейчас можно заходить в эту сделку? Смотри, какой у меня минус. Мне закрыть или цена пойдет еще ниже? Благо, лично у меня такого никогда не было. Но я знаю, что тут, наверное, чуть ли не у каждого начинающего трейдера, или просто трейдера, такое было. Ты заходишь в сделку, инвестируя свои деньги, личные. Возможно, они тебе достались очень большим трудом. И ты берешь и перекладываешь свою ответственность на чужого человека, который не факт, что знает больше тебя. Может, он только делает вид, что он умный, как я. Твои деньги, ты зашел в сделку, значит, это полностью твоя ответственность. Будь в себе уверен. Не скидывай это на других. Так не научишься трейдингу, просто никогда. Если это минус, значит минус. Если это плюс, красава, это твоя заслуга. Даже если ты видишь какой-то сигнал в чьей-то группе, это не финансовая рекомендация. Если ты зашел по сигналу, это только потому, что ты согласен с автором, не более. Если ты заходишь в сигнал просто потому, что доверяешь какому-то каналу, тогда будь добр не делать его виноватым, если ты сольешь свой депозит. Твои деньги, твоя ответственность. Около года назад, как я избавился от большой своей проблемы. Это заходить на хаях, на вершинах. Это касается покупки любого актива. Крипты, акций. Смотришь ты на график. Растет, просто бесконечно. Вот сейчас зайду по тренду, восходящий тренд же, он же продолжится. Ничего ж не может случиться. И я заработаю еще больше. Ошибка.
покупают на вершинах, на пике только хомяки, которых мы знаем, бреют аж бегом. Эту ошибку я расхлебываю до сих пор. Уже второй год несколько акций разных компаний я покупал на вершинах. И уже второй год они в минусе. Но мне это не горит, я могу переждать любую коррекцию. Поэтому покупаем у дна, чем ниже, продаем на вершине, не наоборот. Большие плечи. Одна из самых популярных ошибок, которые я тоже делал. Когда только познакомился с криптобиржами, я не понимал, с какими плечами нужно заходить в сделку, потому что у меня на бинарках не было плечей, мне не с чем было сравнивать. Я начинал валить там с 50-м плечом, с 100-м, а потом сидишь и не понимаешь, а чё у тебя так быстро так ликвидировало? Потому что большие плечи. Вообще тема спорная, и я в этом уверен, что меня будут смотреть те, кто думают, а нафига мне эти 3х плечо, 5-е плечо? А зачем эти пару процентов профита, если я могу зайти с 100х плечом и забрать 100% профита, ну вот сразу? Мое мнение, что такие плечи были придуманы биржами специально, чтобы люди заходили с ними в сделку и их чуть ли не моментально закрывало в минус. А биржа — это комиссия. Не забываем, да? О трейдинге тут речь вообще не идет, когда такой большой множитель. Это просто банальное казино. Это или пан, или пропал. Если тебе такой подход нравится, вперед играть в казино. Если же пришел научиться трейдить, то лучше меньше, чем быстрее. В трейдинге важно зарабатывать на длинной дистанции, а не здесь и сейчас. Потому что таким образом ты себя подвергаешь полной ликвидации депозита в момент. На сегодня я торгую с 10-м плечом. Когда рынок будет там более волатильный, будет давать сильную амплитуду, перейду на 5-е плечо. Но да, я тоже начинал с 50-м, и это была моей ошибкой. Сделки закрывались, даже не успевал выставить стоп-лосс или тейк-профит. Последняя ошибка в моем топ-10. Когда я начинал, я думал, что ну вот все, сейчас как натрежу себе с сотки долларов, 10 тысяч долларов, буду крутым, брошу работу, буду копить на машину, а может быть и на квартиру, и буду каждый день торговать. X2 это будет 20 тысяч долларов, 30 тысяч долларов. Эй, вернись на землю. То, что ты сольешь первые свои инвестиции, шансов больше, чем то, что ты хотя бы стабильно будешь делать 10% в месяц. Есть те, кто с 15-летним опытом сливают депозиты. Тут работают совсем другие правила. Удача? Не без этого, но тут нужна дисциплина, учет рисков, подход, стратегия. И все равно это не сделает с тебя миллионера, даже если у тебя 1000 долларов. Я только спустя 4 года понял, что такое трейдинг. А ты хочешь за 1 месяц сделать иксы на депозите. Выключай свою жадность, используй правила, и может быть у тебя получится. Если ты только начал, у тебя 15 плюсов подряд, это ничего не значит. Вот когда ты закроешь хотя бы 1 месяц, 3 месяца с общим плюсом, ты на правильном пути. Тогда красава, тогда респект. Трейдинг это сложно, долго, нудно, но затягивает. Скучно, но интересно. Иногда больно, но награда сладкая. А знаете, что самое печальное? Вот максимально печальное в этой всей истории. Трейдинг это единственное место, где учишься только на своих ошибках. Чтобы делать ошибок меньше, тут я специально собрал отдельный плейлист с обучениями. Тут ролики, что такое лонг, шорт, как частично фиксировать сделку, как правильно усреднять, смарт мани и так далее. Надеюсь, это тебе поможет заработать и трейдить правильно. С вами был Ненаблюдатель. Покидас.